Всем добрый день! Как и обещала, уже очень-очень давно многие зрители меня просят показать, как я вышиваю крестом. Вот хочу вам сейчас показать. Дождалась солнечного дня, который у нас, в общем-то, по-моему, первый за 2 месяца. Вот сейчас хочу вам снять видео. Вот это обычная стандартная инструкция по вышивке крестом. Как вы можете видеть, здесь показано, что с нижнего угла в верхний идет нить и идет слева вышивка направо. Эта вышивка для меня очень-очень неудобна. Я так не вышиваю. Я вышиваю в основном справа налево и с верхнего угла в нижний. Дальше, как предлагают по схеме, закрывать кресты нужно с нижнего в верхний. В основном тоже я закрываю все кресты с верхнего угла в нижний. Только по ситуации я вам сейчас покажу, когда кресты в некоторых случаях нужно закрывать с нижнего угла в верхний. Сейчас я вам все покажу. Я вам показываю, как вышиваю именно я. То, что попросили меня, то я и снимаю. И это никакой не мастер-класс. То есть я не призываю вышивать только так, как вышиваю я. Тот, кто хотел посмотреть, вот я для него снимаю это видео. Я вам покажу, как я вышиваю крестом. Например, не переворачивая раму, как закрепляю я нить. Вот я беру обычную нить, вдеваю ее так, чтобы 2 ниточки продеваю, и получается вот такая вот петелька. Получается у нас двойная нить. Называется этот метод закрепления петелькой. Вот сейчас я вам покажу, для того, чтобы не переворачивать раму, что нужно сделать. Так. И мы попадаем в петельку. Вот так вот. И обратно в нижний угол направляем иголку для того, чтобы спрятать эту петлю. Вот смотрите, она у нас раз и спряталась. Теперь покажу, как я вышиваю. С верхнего угла в нижний, например, нам нужно идти влево. Просто обычный ряд. Обычный ряд, где идут одни символы. И теперь мы возвращаемся в верхний угол левый и в нижний правый. И таким методом мы возвращаемся к началу. Для того, чтобы были крестики ровные, можно использовать нитеукладчик, но я как-то не приловчилась к нему. Вот покажу вам. Можно делать вот так вот. Между нитями. Вот, смотрите. Между нитями продеваем иголку. И у нас получается ровный крестик. Это кто стремится к ровным крестам, можно использовать и такой метод. Я не знаю, как он называется, но когда-то мне его показала тетя. Иногда я его использую. Но обычно я вышиваю просто обычным способом, таким простым, как, я так думаю, многие из нас. Дальше вам покажу, если вам нужны кресты, например, параллельно, идущие вверх, я вышиваю вот так. Если вам необходимо дальше продолжить крестики в виде столбика вверх, то обычно я это делаю
вот так вот, для того, чтобы... Тут нужно смотреть по схеме. Если вам нужно сделать только столбик вверх, потом у вас дальше эти же символы продолжатся влево или вправо, то я делаю вот таким вот способом. Для того, чтобы пойти вверх и вернуться назад. Чтобы по схеме потом идти в нужном направлении. Поэтому я делаю кресты. Сразу их не закрывая, я иду по направлению вверх. После чего я закрываю кресты. И иду направление вниз с верхнего угла в нижний, с верхнего левого в нижний правый. Еще раз повторюсь, так вышиваю только я, поэтому я знаю, сейчас посыпятся комментарии критические в мой адрес, но я как бы не обращаю на это внимания. Дальше я вам показываю, если у вас закончился вот здесь крест, и вам необходимо продолжить снизу кресты, то если вы закрыли крест, как видите, с верхнего в нижний угол, то я вам уже не советую вышивать по схеме внизу кресты, так как ниточка будет деформироваться, крест. Вот смотрите, если мы сделаем вот здесь вот крест, то нить потянет вниз, и, соответственно, крест будет деформирован. Что нужно в этом случае сделать? Нужно сделать следующее. Тогда крест нужно закрывать снизу вверх. И потом свободно вы можете начинать крест внизу. И, как видите, никакой натяжки креста, деформирования не будет происходить. Вот так вот. Точно так же я вышиваю и когда иду слева направо. Вот таким вот способом. Я все делаю так, как мне проще. Я вижу, что кресты совершенно не деформируются, и мне такой способ очень удобен. Поэтому я вышиваю вот таким способом, а не так, как предлагают во всех инструкциях. Мне так вышивать неудобно. Дальше вам необходимо, например, сделать кресты вот в эту сторону, да? Мы вот так вот их делаем. И идем вверх. Я как работаю по схеме, то есть я смотрю, если смысл закрывать сразу кресты, или нужно, например, сделать можно полукресты и вернуться. Если по схеме значки заканчиваются вот здесь, например, вверху, то, конечно же, я иду полукрестами вверх, а дальше закрываю кресты. Если дальше значки у меня по схеме продолжаются влево, влево вниз, вправо, вот где-то в этой стороне, значит, я не закрываю сразу кресты. Если же у меня вот здесь по схеме больше значков, нигде этого цвета нитки не будет, не предполагается, тогда, конечно же, целесообразно сразу же позакрывать кресты и продолжать уже по схеме вышивку. Сейчас мы вышиваем, скажем так, если у нас предполагаются значки еще вот в правой части, поэтому мы сразу закрываем кресты. Вот не объяснила я вам. Сейчас, если я вот здесь завожу нить с левого верхнего угла и попадает в нижний,
то, соответственно, мы не можем уже вывести нить, опять-таки, в верхнем углу левом, так как у нас уже ушла туда нить. И поэтому я иголку вывожу уже в нижнем углу правом и иду в верхний левый. Как видите, все кресты получаются абсолютно ровными. Никаких перекосов я не вижу. Поэтому этот метод меня вполне устраивает. Если вот по схеме, например, идут значки дальше вниз, и по схеме больше не предполагаются этих значков, то я закрываю сразу кресты. Соответственно, как вы можете видеть, можно закрыть сразу крест. И, как я вам уже объясняла, если у вас по схеме идут значки с правой стороны, то есть в том направлении, где вы закончили крест, то вам бы не стоило заканчивать так крест, потому что нить в этом кресте будет деформирована. Вот видите, если я здесь сделаю значок, то нить потянется, и это будет некрасиво. Поэтому этот крест я советую вам закрыть с нижнего правого угла в верхний левый. И тогда вы можете двигаться в правую сторону. И все будет в порядке с крестом. Дальше, если вы хотите, например, пойти вниз и сразу закрывать кресты, то можно это сделать вот так. Например, если вы не закрываете кресты, сразу вы идете вот таким вот способом. Так? Если вы сразу будете закрывать, сейчас я вам покажу, что нужно сделать. Вы тогда с нижнего правого угла закрываете крест в верхний левый и идете по направлению вниз, выводите опять в верхнем правом, идете в нижний и закрываете вот таким вот способом. И тогда нет деформации крестов. Вот так. Можно еще вот таким вот способом, например, если вы уже сделали вот так вот крест, можно, конечно, в нижний угол, но опять-таки, видите, будет не очень красивый крест, будет перетяжка, вот эта нить, она тянется. Поэтому лучше сделать так, как я показала до этого. Теперь я вам хочу показать, как закрепить нить по окончанию вышивки. Закрепляю нить я, завожу иглу под крестики, которые я только что вышивала. Вот так вот. И я могу спокойно обрезать. Вот. Я не пользуюсь закреплением нити на лицевой стороне. Мне это не нравится. Вот, поэтому я пользуюсь методом таким вот простым. Мне несложно перевернуть раму и закрепить свою нить. Дальше покажу вам, как нужно закреплять нить в начале работы, если у вас нет петли. Если у вас просто нить обрезана. Вот как в нашем случае мы вышивали,
нитью, потом обрезали. Дальше, например, у вас пойдет этот символ где-то в этой стороне. Еще вам скажу, что я не делаю больших перетяжек. Я могу сделать, например, если вот данный символ идет здесь, дальше он продолжается вот здесь, то есть какие-то до сантиметр, максимум, конечно, 1,5. Все, больше я перетяжки, которые больше 2 сантиметров, я не делаю на работе. Я обрезаю нить и продолжаю уже, соответственно, если вот здесь продолжаются символы, я продолжаю вышивать уже с этой стороны, уже с обрезанной нитью. Сейчас я вам покажу, как я это делаю. Вот. Вот показываю вам. Вывожу я иглу с нитью, переворачиваем и вот кончик оставляем небольшой, совсем небольшой, и пальчиком, если это вам будет видно, вот, придерживаем и делаем крест. Вот так вот. И закрываем его. Делаем второй. То есть мы закрепляем нить. Сейчас я вам покажу, что будет происходить с той стороны, с изнанки. И делаем так крест или два, то есть это уже как по схеме у вас. Можно и одним крестом пользоваться такой закрепкой. Вот что у нас произошло. Нить у нас закреплена. Кончик можно обрезать, но я не обрезаю, он у меня уходит под остальные вот крестики. Сейчас я вам покажу, например, крестов 5. И эта нить прячется, и ее больше мы не видим. Она нам не мешает. И закрываем ряд. В основном я вышиваю вот таким вот способом, то есть сначала полукресты, потом их закрываю. Но бывает так, что по схеме нужно сразу закрывать кресты. Я еще раз повторюсь, сейчас мы пройдем с вами. Вот, например, нам нужно закрыть сразу крест. Вот мы его сразу и закрываем. Я надеюсь, все видно и понятно. Я, конечно, не специалист по мастер-классам, но я показываю то, что я умею делать. Не знаю, доходчиво, доступно или нет, но меня очень просили многие снять это видео. И я по запросам своих зрителей я не могу отказать, поэтому снимаю это видео. Вы уж простите меня, если что-то не так. Вот. Вот такие вот кресты у нас получились. И еще раз вам покажу, если нужно сделать такие параллельки. Мы идем вверх, в верхний левый угол. И вот теперь мы спускаемся в нижний угол правый. Вот смотрите, с верхнего левого в нижний правый. Теперь мы в нижний правый и в верхний левый. Опять-таки в верхний угол левый и в нижний правый. И вот так вот в правый нижний, в левый. И нужно нам закрыть нить, закрепить нить. Все, уже закончилось у нас. Вот что мы делаем. Мы протягиваем под всеми ниточками крестиков, которые
у нас рядом. Вот так вот. И обрезаем. Все. Все аккуратно. И еще вам скажу, для начинающих, кто только начинает и не знает, с чего начать, я вышивала раньше, не было маркеров для разметки, я всегда вышивала без разметки, поэтому как я работала со схемой. Я сейчас вам покажу на примере вот этой работы. Я брала схему, обычная схема. На каждой схеме у нас отмечена середина картинки. Вот значки, которые отмечают у нас середину. Мы понимаем, что середина у нас вот здесь. И с этого места я начинала вышивать. Например, брала символ, вот красные треугольники, и отшивала вот эти вот красные треугольники все. Потом уже брала, вот, например, голубые сердечки и пошла. Что я вам хочу еще сказать, как найти середину на канве. То есть я думаю, что вы понимаете. Вы берете канву, складываете ее пополам и еще раз пополам, то есть на 4 части, и таким способом определяется у вас середина. Дальше вы запяливаете свою ткань в пяльца. И для новичков скажу вам, что вот эта часть на пяльцах, она должна быть всегда вверху. И тогда вы никогда не потеряетесь, где вы находитесь на схеме, потому что для новичков все-таки это сложно. Если, например, вы начали работу и у вас здесь всего лишь 2-3 креста, или даже 10-20, то вам сложно будет понять, где же верх, где же низ этой работы. Поэтому я вам советую взять вот этот вот, чтобы пяльца были запялены всегда, вот сверху работы был вот этот вот зажим. И тогда проблем у вас никаких не возникнет. Сейчас я вам все-таки покажу, как найти середину, потому что для новичков, возможно, будет это какой-то проблемой. Вы складываете ткань сначала пополам, вот так вот, и еще раз пополам. У вас получается середина. Вот. И даже если у вас нет маркера, вы можете легонечко, маленько карандашиком, чуть-чуть вообще, капельку. Да, в принципе, можно даже и не отмечать, потому что когда вы развернете, у вас четко проявится, вот по сгибам, у вас четко вот здесь проявится середина. И все, и можно вышивать. Сейчас я вам покажу еще, как я вышиваю свою вышиванку. Там используется канва совершенно другого качества. Она очень мягкая и рыхлая. И если у вас есть такая канва, то вышивать можно на руках. Сейчас я покажу, как это сделать. Вот такая вот мягкая, очень мягкая, она не накрахмаленная. Это канва. И я вам покажу, как можно вышивать на руках. Мы переворачиваем, закрепляем нить. У нас нить просто обрезана, поэтому петельки у нас нет. Вот. Если вам будет видно. Очень неудобно вышивать через камеру, но я постараюсь вам показать. Сейчас закрепим ниточку и вот дальше можно, вы выкладываете ткань как бы на палец, натягиваете и начинаете вышивать в 2 прокола.
Здесь пока у нас нитка не закреплена. Сейчас вот так вот. И начинаем. Так придется, конечно, вышивать очень редко, потому что в основном это сейчас такая ткань. Вот на вышиванках есть такие вставочки для вышивки. Вот на ней можно, в принципе, вышивать и на руках. А так, в принципе, во всех наборах канва, она накрахмалена, и так вышивать такой способ не подойдет. И вот таким вот образом вышиваем. Я вам показываю медленно, чтобы вы хоть что-то смогли понять. Я это делаю, конечно же, быстрее, поэтому например, если нам нужно пойти вверх, с чем я столкнулась в вышиванке, так как в накрахмаленной канве я не смогла уже сделать, потому что будет виден, эта канва, она такая, видите, прозрачная, полупрозрачная, да, и если я сейчас пойду вверх, вот в верхний угол, то, сейчас я вам покажу, нить, которая проходит, вот она будет просвечиваться и видна, и это будет некрасиво. Будет, вот, если я иду вверх, столбик делаю, на такой канве этот столбик будет видна вот эта нить, полоска. И это очень некрасиво, поэтому в данном случае я выпускала иголку, выводила в нижний левый. И вот таким вот сейчас я вам покажу, вот так вот. Например, вам нужно вверх идти, и вы на палец вот так вот оборачиваете канву и идете столбиком вверх. Параллельно вот в два прокола в верхний правый, и получается это уже как бы будет нижний левый следующего креста, если это понятно. Вот так. И закрываем кресты, идем вниз, в нижний правый и в верхний левый. И вот так вот аккуратно мы закрываем крестики. Вот вам еще раз покажу, чтобы были кресты ровные, можно делать вот так вот. Еще раз. Между нитью, если вы видите, пропускаем иголку, и тогда нить укладывается ровно. Вот так. И, например, вам нужно идти наискосок вот вверх. Если это понятно, что я делаю. Это все делается просто на руках в два прокола. То же самое, что я вам показывала, вышивка крестом. Только это сразу идет на руках вышивка. Она идет, конечно же, быстрее.
Но опять-таки скажу вам, что это возможно делать только на такой мягкой канве. Я не советую делать так, вышивать на руках на накрахмаленной канве, которая идет во всех практически наборах сейчас, потому что кресты будут некрасивые, они будут неровные. И теперь закрываем. Возможно делать вот так. Смотрите, идете в нижний и выводите, если вам видно, вот, в нижнем углу следующего креста. Дальше заводите вверх и идете опять в угол нижнего правого. Так. Я не знаю, понятно, что я делаю. Мне это понятно, а вот интересно, понятно ли вам. И вот так вот до конца ряда. Вот так. Закрываем все кресты. Вот так у нас получилось. Смотрите, достаточно аккуратно получается. Вот так получается вышивка на руках. Вот смотрите, как получился столбик. Если бы мы вышивали так же, как я вышиваю, например, на крахмаленной плотной канве, то посмотрите, как получится тогда столбик, если мы так будем вышивать. Сейчас я вам покажу. Если мы сразу закрываем кресты, вот я вам покажу, что у нас получается. Если мы будем вышивать таким способом на этой рыхлой канве, будет виден вот такой вот столбик. Смотрите, вот он, видите, нить как идет, и она будет просвечиваться, вот она, и это будет некрасиво. Вот что я вам хотела показать на сегодня. Если возникнут какие-то вопросы, я могу дополнительно еще снять и объяснить более подробно. Спасибо всем за внимание. Всем творческих успехов. Начинайте вышивать, не бойтесь. Всем пока-пока.